что любая книга проигрывает фильму либо мультфильму. Интеллектуальное развитие без чтения практически невозможно. Понятно, что есть ОГЭ, есть ЕГЭ, есть там обязательные сочинения. Здравствуйте, дорогие родители, меня зовут Шамиль Ахмадуллин, и это вторая часть нашего видео о том, как подбирать книги для ребенка. Сегодня поговорим мы о книгах для уже школьников. В прошлой программе говорили о книгах для дошкольников. Если вы эту часть не смотрели, то обязательно посмотрите. В прошлой программе мы уже начали говорить о том, что в большинстве своем дети не любят уроки чтения и уроки литературы, потому что литература подобрана не совсем правильно и, соответственно, ребенку неинтересно. Ну, это мое субъективное мнение, со мной, естественно, можно поспорить, но я ни в детстве, ни сейчас Льва Толстого, например, не люблю, так же, как не люблю Достоевского. Да, понятно, что возможно, это шедевры литературы, да, но для большинства детей они непонятны, не особо интересны, не моделируют те ситуации, которые с ребенком в жизни происходят. То есть это, скажем так, субъективное мнение, субъективная точка зрения каких-то людей, описывающих какие-то жизненные ситуации, далекие от современного ребенка. В пору, во время того, как сейчас все борются за наше внимание, ну и, соответственно, за внимание ребенка, да, понятно, что Толстой и Достоевский сильно проигрывают, потому что любая книга, понятно, что любая книга проигрывает фильму либо мультфильму, потому что те, кто делает фильмы, те, кто делает мультфильмы, знают кучу психологических особенностей и умеют удерживать внимание, да, ну, все смотрели интересные голливудские фильмы, те же мультфильмы того же Гарри Поттера, то есть смотрится на одном дыхании. Почему? Потому что есть продуманная технология, как что делать, прям посекундная разбивка для того, чтобы ваше внимание контролировать. Чтение более интеллектуально тяжелый процесс, который требует усилий, соответственно, ну, здесь конкурировать с фильмами, с мультфильмами, книгам тяжело. Поэтому, чтобы вот эту конкуренцию хотя бы чуть-чуть облегчить, нужно ребенку подбирать для досугового чтения книги минимум более интересные. Как это делать? Ну, во-первых, определить возраст своего ребенка, да, и посмотреть в крупных интернет-магазинах, например, в том же Лабиринте или Озоне, посмотреть книги для этого возраста и почитать отзывы на них. У хороших книг очень хорошие отзывы, то есть ну, высокие рейтинги, реальные люди пишут отзывы на эти книги, то есть это не авторы пишут отзывы, да, ну, у меня много моих книг продается как в Лабиринте, так и в Озоне, поэтому я прекрасно знаю, как эта механика устроена. Люди получают за свои рецензии какие-то плюшки, бонусы, скидки и так далее, поэтому люди заинтересованы писать отзывы. Вот, отзывы пишутся, отзывы качественные, и ну, прочитав десяток отзывов, вы поймете, книжку покупать или не покупать. Поэтому определитесь с возрастным диапазоном и, соответственно, поищите книги, которые вот в этот диапазон подходят, да, для ребенка, например, 10-12 лет, и, соответственно, у которых достаточно высокие рейтинги. Второе, очень важно подбирать книги так, чтобы ребенок подбирал их сам, да, то есть вам нужно выбрать какой-то пул из книг 10, 15, 20 и дать возможность ребенку выбирать самому. Возможно, это будет какой-нибудь Гарри Поттер, который, ну, реально интересный, да, реально читать очень захватывает. Я сам с удовольствием перечитал, потому что, ну,
книга бы не стала там самой продающейся за всю историю, если я не ошибаюсь, продано 400 миллионов экземпляров суммарно всех книг, ну а это очень много, да, фактически это 3 населения России на данный момент. То есть, ну, это реально много, и, соответственно, когда так много что-то продается, когда люди так масштабно покупают, значит, что-то действительно крутое, значит, что-то действительно интересное. Соответственно, важно, чтобы ребенок подобрал сам, а не вы ему какую-то книгу силком дали читать. Плюс нужно учитывать особенности ребенка, да, особенности в плане того, что есть дети, которые увлекаются какой-то техникой, есть дети, которые увлекаются какими-то компьютерными играми. Ну а понятно, что в любых этих компьютерных играх, где там миры орков, троллей, огров, либо какие-то инопланетные миры. За всем этим стоит история, стоят комиксы, стоят достаточно объемные тексты, которые ребенок с радостью будет читать, изучать, чтобы в этих мирах разбираться лучше. В общем, второй совет: ребенок должен все-таки выбрать книжку сам, потому что то, что вам кажется интересным, скорее всего, не будет интересно вашему ребенку, и ваше удивление, почему ребенок отказывается, связано, во-первых, с тем, что в возрасте там 12 лет у ребенка переходный период, и ему в принципе не хочется брать те книги, которые вы ему даете, да, вот такой протест против родителя, с одной стороны. С другой стороны, ребенку реально могут быть неинтересны те вещи, которые интересны вам. И в принципе все. То есть третий совет — это то, что если ребенок не читает то, что задает на литературе, то я бы рекомендовал все-таки ребенка не доить, потому что закончить в школу даже с 5 по литературе, практически не читая те произведения, которые в школьной программе дают, вполне реально. Да, можно читать, но это такая палка на 2 концах, да, потому что это вызывает отвращение. То есть, ну, понятно, что есть ОГЭ, есть ЕГЭ, есть там обязательные сочинения, и есть какой-то ряд произведений, которые нужно хорошо знать для того, чтобы эти ЕГЭшные во многом сочинения писать. Но не обязательно читать ту же «Войну и мир», читать весь объем, да, ну, то есть, если вы знаете историю того, как «Война и мир» писалась, да, то Лев Николаевич получал за каждую написанную страницу, за каждый написанный лист определенную сумму денег. Соответственно, одна из гипотез современников, почему этот роман такой огромный и там не так много сюжета, очень много описаний природы, которые он, конечно, делает достаточно хорошо, в том, что задача была максимальное количество денежки заработать, чтобы, соответственно, из этого, соответственно, роман получился такой огромный. В принципе, все. Эти даже 2 совета помогут вам облегчить, приучить ребенка к чтению, облегчить его сотрудничество с книгой, потому что понятно, что интеллектуальное развитие без чтения практически невозможно. Почему? Потому что какие-то интеллектуальные объекты в голове ребенка должны создаваться, как-то взаимодействовать друг с другом, идеи появляться, потому что делать это, смотря фильмы, смотря мультфильмы, практически невозможно, да, потому что все картинки там двигаются самостоятельно, сюжет там уже построен, есть визуальные образы. Для того, чтобы что-то читать, что-то сложное понимать, то, соответственно, нужно и это читать. Чтение во многом, скорее уже после 20 лет, не художественной литературы, а именно какой-то научной, это критерий успеха в дальнейшей жизни, поэтому рекомендую приучать
детей к чтению практически с детства. Спасибо за внимание. С вами был Шамиль Ахмадуллин. Вопросы задавайте на нашу почту, традиционно вопрос@turbolit.ru. Успехов вашим детям в учебе. Пока-пока.